but I know I'll think of you every step of the way. You son of a bitch, who did you fucking asshole. And Когда ребенка спрашивают, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, взрослые улыбаются, слушая их мечты. Буду космонавтом, врачом или оперной певицей. Это наивные фразы, дети просто чертят прямую линию до горизонта без развилок. Но задающий вопрос еще наивнее. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Как будто у взросления есть финальная точка. История Iron Mouse — это история о непредсказуемой и нескончаемой дороге. Вас ждет рассказ о страшной болезни, о предательстве, о борьбе и о самом значимом стримере-женщине на данный момент. С гребаным триллионом виртуальных лиц. Всем краба! taste a bitter sour. Close my eyes, then I feel food is on by my side. Bittersweet memories. Upside down, everything's not in order. Kinda take emotions. Никнейм Iron Mouse взялся не с пустого места. Это имя рофильной злодейки из Sailor Moon. Кстати, железная мышь не самый плохой вариант. Там были еще оловянный котенок, свинцовая ворона и heavy metal бабочка. Ух, манга 90-х, боже мой. Iron Mouse жестко балдеет по Sailor Moon. И если вам тоже хочется окунуться в удивительный мир металлических животных в матросках и прочих махасёдзе, обратите внимание на remanga.org. Реманга — это не просто удобный и балдежный сайт с мангой, манхвой и комиксами. Это целая авиабой-экосистема с кастомизацией, тематическим батл пассом и карточками. Прикинь, заходишь такой в профиль чувака с ником «Срал в тапке», скроллишь вниз и видишь, что у него анимированная картонка с Джотаро Куджи. И сразу понимаешь, что джентльмен перед тобой серьезный. Помимо нихонской манги и корейской манхвы, тут есть и православные комиксы про Человека-паука. Читай графические романы и общайся с другими ценителями высококультурного отдыха на сайте remanga.org. Ну так вот, Iron Mouse родилась в солнечной карибской стране Пуэрто-Рико. Она была любопытным и активным ребенком, пышущим энергией. Но родителям приходилось ее страсть к приключениям ограничивать, потому что девочка отличалась от других детей. Она гораздо чаще болела. Врачи разводили руки и не понимали, в чем дело. Предполагали, что у нее тяжелая аллергия. И пока они пытались разобраться, девочке приходилось наверстывать множество пропущенных школьных занятий. Когда, наконец, выдалось свободное время, маленькая Маус посмотрела «Пятый элемент» и загорелась мечтой стать оперной певицей, прям как синяя женщина. И к этой мечте она начала стремиться по мере возможностей. Тем более, что жить стало гораздо легче. Наступили подростковые годы, и бесконечные болезни почти прекратились. Она начала жить обычной жизнью и стала стремительно развиваться как оперная певица. Благодаря высокому голосу и активному стилю исполнения, ее специализацией стала колоратурная сопрано. Быстрый, звонкий и переливчатый стиль пения. Porque solo vive il mio pensiero e piacere. Nel giorno in giorno amore. Sempre dietro me ne Она много училась и тренировалась на пути к мечте, но сбыться ей оказалось не суждено. В 18 лет уже позабытые болезни вернулись с еще большей силой. Девушка болела все чаще, ей стало тяжелее передвигаться, а в какой-то момент у нее полностью пропал голос. Ей диагностировали врожденное расстройство под названием общий вариабельный иммунодефицит, или ОВИ. ОВИ — это генетическое неизлечимое заболевание, характеризующееся критически низким уровнем антител, то есть почти полным отсутствием иммунитета. Безопасные для других людей бактерии оказались смертельны для девушки. Инфекция в легких заставляла ее кашлять кровью, пока не появились трещины в ребрах. Инфекция в суставах заставила ее в совсем юном возрасте пользоваться инвалидной коляской и ходунками. Это был бесконечный поток болезней, который в итоге приковал ее к постели. Голос в конце концов вернулся, слава богу, об этом мы поговорим позже. Но общение с другими людьми оказалось под строжайшим запретом, если у них нет всех возможных прививок и стерильной одежды. И даже в этом случае лучше не рисковать. Девушка даже не могла покинуть свою комнату, потому что это могло ее убить. Все, что у нее осталось, это койка, лекарства, аппарат для подачи кислорода и выход в интернет.
Как любит говорить сама Маус, она экстраверт, вынужденный жить жизнью интроверта. И чтобы бороться с одиночеством, она начала стримить на платформе YouNow, ныне уже давно забытой. Вот так ее страничка выглядела раньше. Девушке не хотелось показывать себя на веб-камеру, прикованную к кровати со свисающими отовсюду трубками, это вызывает жалость. А этого девушке никогда не хотелось, у нее были простые, более естественные желания. Веселиться, заводить друзей и общаться. Знаешь, как все остальные люди. Поэтому, чтобы не смущать зрителей своим состоянием, она стримила анонимно. Она назвала себя в честь персонажа из Sailor Moon и использовала Face Rix, вот этим вот аниме-аватаром из мастерской Steam. You know how many dating games I got? I'm a lonely woman. How many do you think I got? I got a lot. At least 48. Don't judge me! Daddy Sanders will always be in my heart. But you know what? Now I have to move on to another daddy. Так в 2017-м родилась Iron Mouse, когда даже понятия VTuber в широком обиходе не было. Мы в роликах почти не касались этого участка истории еще. Давайте обсудим одну интересную штуку, раз уж мы здесь. Вперед, внезапный музыкальный переход! Как вы, возможно, знаете, виртуальные персонажи, вот как явление, штука не новая. Термин «виртуальная музыкальная группа», например, популяризировали Gorillaz еще в начале 2000-х. Капец, хочу однажды сделать видос про Gorillaz, вот это балдеж. Чем не витуберы-то? У нас, по аналогии, например, была Глюкоза, тоже известная своим 3D-образом. 3D 2000-х, конечно, сохранилось похуже, чем Gorillaz. Многие вспомнят про Хацуне Мику, что в целом тоже верно, но это все-таки немного другое. Я тут скорее про живых людей, чем про поющих тостеров. Ютуберы с виртуальными аватарами тоже в целом не новинка, хотя появились и позже. На Западе была Эми Ямато, у нас был орг-подкастер и вот это вот все. Но 1 декабря 2016 года возник термин это Кизуна Ай. По лоровой задумке она, собственно, AI, живущий в виртуальном мире. Поэтому команда, создавшая персонажа, и пришла к довольно изящному названию — виртуальный ютубер. Потому что она искусственный интеллект, она типа виртуальная, это логично. Но в обиход это название вошло несколько позже, когда Hololive, Ninja Sanji и прочие агентства фактически создали новую индустрию, применив более дешевые и доступные технологии. И они подхватили название у Кизуны, оно в итоге и прижилось. Ассоциативно еще и похоже на вышеозначенные виртуальные группы, которые уже существовали. Так что это делало дофига смысла. Но до того, как контент-мейкеры с аватарами стали столь распространены, обобщающего термина для них не было. Поэтому и Iron Mouse, хоть и вдохновлялась Кизуной, поначалу не называла себя витубером. Просто аватар, как супергеройский костюм, придавал ей уверенности и скрывал лицо. Стримить поначалу Iron Mouse было тяжко, здоровье далеко не всегда позволяло, но она все равно смогла собрать небольшое верное комьюнити. В 2019 году она перебралась на Twitch и наконец-то завела себе свою первую модельку собственного дизайна с уже постоянными характерными деталями. Ярко-розовые волосы, выбивающаяся прядь в виде сердечка и, как говорил классик, ярко выраженные черты черта. А именно рожки и в некоторых поздних аватарах хвост. Нынче этот аватар называют первым сезоном Iron Mouse. О сезонах поговорим попозже, но сейчас важно, что на протяжении 2019 года Маус потихоньку становилась известной, заводила друзей и начинала мелькать в клипах. Первую известность она получила благодаря коллабам со своей подругой Project Melody. Она на тот момент уже была довольно известна, в том числе и благодаря своему OnlyFans. Ну и разумеется, когда Melody в кадре, в стриме резко повышается уровень культуры. Oh my god, I don't understand Spanish. Oh, say something sexy in Spanish. Something sexy? Métemelo por atrás, por favor, papi. Ooh, I can say sexy things in Spanish. Sí, sí, sí. Okay. I'm gonna do ASMR though. Cállate la boca, grande culo puta. What a cool to me. Doesn't that mean balls? I mean, nice name. Благодаря друзьям Маус смогла найти много преданных зрителей, но по-настоящему ее карьера изменилась в 2020 году. И, как мы знаем, это не единственное, что изменилось в 2020. Для Iron Mouse локдаун к тому моменту был уже привычным делом, но теперь весь мир, как и она, оказался сидящим по домам. Хотя для нее ситуация, конечно, стала поэкстремальнее, ее-то коронавирус мог убить с рекордной скоростью, приходилось быть супер осторожной. Но были и хорошие новости. В одночасье многие обнаружили себя в 4 стенах, начали искать чем заняться, и как только закончили все свои дела и вытащили все ватные диски из-под ванны, ударились в виртуальные развлечения. Видеоигровая индустрия надулась как пузырь, фильмы и сериалы
обрели новое дыхание на цифровых площадках, и витуберы громогласно заявили о себе мощным и уверенным. Пандемия стала эпохой бума витуберов, и этот бум подхватил Iron Mouse с бешеной скоростью. Всего за год она выросла с 30 зрителей в пике до уверенных 5000 к декабрю. Кроме того, в ноябре она стала частью Вишоджо, к которому мы вернемся ближе к концу видео. Ой, видит бог, мы вернемся. Вишоджо нынче рассадник фрустрации и ярости всего комьюнити, но на тот момент это было прекрасное начинание. Все обожали агентство его талантов. Это была компания со свежим и более свободным подходом к контенту. Пришедший успех и возросшие доходы от стримов позволили Iron Mouse сильно улучшить свое медицинское и рабочее оборудование. Если на секунду прыгнуть в настоящее время, сейчас она вообще как Adeptus Mechanicus сидит в подъемной медицинской кровати, обвешанная мониторами для стриминга, с катетером для инъекций, проведенным напрямую в сердце, безопасный чистый кислород, ей в комнату 24/7 поставляет специальная машина. И это далеко не полное перечисление ее медицинского оборудования, но что надо понимать? Хоть это все и вещи первой необходимости для человека в ее состоянии, но это охренеть дорого. К счастью, зрители были очень добры к девушке. Например, $2000 на кровать с подъемной спинкой, чтобы стримить было удобно, она набрала меньше, чем за 10 минут. К величайшему удивлению самой Маус. I have been bedridden for many years. I have a lot of mobility issues. I don't like to call my bed my bed. So I like to call my bed my workspace because that's where I am all the time. I'm here. Oh, Carol, thank you so much for the biddies blocks. Thank you so much for the gifted subs. I'll be right back. I need to take a tiny break. Is that okay? Ну орлы же, боже мой. И с новым медицинским оборудованием ее здоровье несколько окрепло, и она смогла вести трансляции чаще и дольше. Поначалу она едва выдерживала стримы продолжительностью в пару часов, когда позволяло здоровье, но с тем, как организм понемногу креп, она доползла до ежедневных стримов с внушительной продолжительностью. Iron Mouse набирала известность и к концу года даже смогла поиграть в Among Us вместе с той самой Кидзуной, с которой брала пример. Для девушки это было огромным событием. Iron Mouse обзавелась прекрасными подругами. Мелоди, Няндерс, Зентрея и многие другие девчонки из агентства очень сильно с ней сдружились и дружат до сих пор. Но в тот же год произошло еще одно судьбоносное знакомство. Жил-да был ютубер слэш-актер озвучки из Уэльса по имени Конор Марк Кахун. Кахун? Also, my second name is not easy. Pronunciate the way that it's spelt. It's Cahoon, but it's spelled C-O-L-Q-U. And you don't say the L, the Q, or the U. Короче, он больше известен как Седок. Или на крайняк тот пацан из трешового вкуса, который ломает штуки. В 2020 году Гарнт и Джоуи, его коллеги по подкасту, жестко потели на витюберов. Конор же был не так заинтересован. Она охуительно забавная. Она такая милашка! Она пиздец какая милая. Но со временем это изменилось. На подкаст стали заглядывать витуберы, и сам Конор признался, что поглядывает некоторых. И в частности... Да, но вот мне несколько понравились, типа, как звали ту Iron Mouse на Твиче, она очень забавна. Маус удивил интерес к ней со стороны такого крупного ютубера. Он ей даже в личку отписал, похвалил и сказал, что она талантливая. Ну и она что-то на нервиках его морозила пару месяцев. Однако как-то со временем, первый коллаб, за ним несколько долгих переписок, ребята общались все чаще. И в итоге они стали лучшими друзьями. Настолько они сдружились, что в лоре Iron Mouse внезапно появился демон Буби с голосом удивительно похожим на голос Конора. Это замечательно. Буби с Маус записали несколько совместных песен, и вообще он стал важной частью персонажа Iron Mouse. Надо будет ей, как-нибудь познакомить Буби с Конором. Мне кажется, у них много общего, да. Люди обожают дуэт Седога и Iron Mouse. И я с ними на 100% согласен. У ребят офигительная химия. Самое лучшее сравнение, что у меня есть, это вот представьте себе типичную пожилую пару. Ну вот старики, которые постоянно называют друг друга самыми последними словами. Но всем на свете очевидно, что на самом деле они друг друга очень ценят. Просто вот такой вот формат общения у них. You and Mouse ever played that bomb defusing game? Yeah, we played it a lot. Yeah. Yeah, I played it for the first time. How did you guys do? Oh, we topped the leaderboard. I beat your score, Connor, not gonna lie. What the fuck?
We did? Apparently, it shows the score of all your Steam friends. It does, yeah, but I have like, I'm playing with mouse, so it's like a lot harder, you know? What did you just say? What? And I'm the one that was doing things better than you? You know the one I struggle with is the Morse code. That shit is fucking impossible. He struggles with all of them because he doesn't know how to read. No. I swear to God, you just stuck that nail right through me! That was a good shot. Come on, that was a no scope. The No. top, and you're saying that it's not true. So shut the fuck up, you piece of shit, motherfucking Don't bitch. imply. Shut the Don't fuck Они imply. очень любят покричать друг на друга просто для веселья. Но их дружба очень искренняя. Это абсолютно очевидно. When we were recording for the video, we talked for like 5 hours. We've been like best friends ever since. One day he told me, he was like, man, it would be really cool if you could like meet up with me in Japan. Like you would love Japan. I felt so comfortable around him. So I was like, I'm just gonna tell him the truth. I was scared. I was really scared. So scared telling him. But I was like, I can't go to Japan because I have a condition. I told him everything. And I've never done that before. I just straight up told him. I was honest from the beginning. He's like, I have never heard about this before. And he cried. He cried for me. Маус каждый раз переживает из-за каждой травмы Конора, потому что у него гемофилия, кровь плохо сворачивается, но он все время, дурак такой, вписывается то с тарзанки прыгнуть, то боксерский турнир какой-нибудь спланировать. И она с ним постоянно ругается по этим поводам. А Конор вписывается за Маус каждый раз, когда в интернетах возникают какие-то холивары, связанные с мышью. Мы об этом попозже поговорим, это время от времени происходит. И, что очень важно, Конор делает все возможное для привлечения внимания к проблеме иммунодефицита. Теперь это важная борьба для обоих ребят. Каждый из них устраивает регулярные благотворительные стримы-марафоны для финансирования фонда по борьбе с иммунодефицитом. Того самого фонда, который однажды спас Маус жизнь. And he was telling me he wanted to do a cyclethon. And I was like, oh my God, why? And he was like, because I want to raise money for charity. And I was like, okay, so what charity are you going to do it for? He goes, oh, I'm doing it for the IDF. Okay. Mouse, do you have anything you want to say? If you can. Oh God, I feel so. I'm very thankful and very grateful for all of you. Thank you guys so much for supporting this incredible event. It's like when I first got diagnosed with DBID, I just didn't know what to do with myself, and the Immune Deficiency Foundation was there for me. And I'm just really glad that we can still help support the Immune Deficiency Foundation so that they can be there for other people like me, and they don't have to go through the same thing that I went through. So thank you guys so much. You guys so much. For the IDF. I'm like, what? I'm like, why? He's like, I just want to have a beer with you one day. Конор и Маус никогда еще не виделись лично, но кто знает, она старается каждый день, быть может, однажды они смогут встретиться. Болезнь полностью перевернула жизнь Айрон Маус и повлияла на нее во всех возможных аспектах, но один из них особенно необычен. Я хочу обратить внимание на одну тему, о которой не очень часто говорят, но все-таки она стример, так что это важно. It's not simple to say that most days. Как я сказал выше, голос у Маус пропал на год в результате очень тяжелой легочной инфекции. И это охренеть как страшно. Но что удивительно, когда он вернулся, оказался гораздо выше, чем был. Да, то, что вы слышали весь ролик, это ее естественный голос. Она может говорить ниже, но ей от этого физически некомфортно. Did the game break you? Can you only say yeah? Why does my chat keep spamming stomach? Because the game would not register me saying the word stomach. Left stomach! No, right! Left stomach, you fucking puta coño! I swear to God! Left stomach! What should I do? Left stomach! Oh! I even had to use a different voice. My voice Do you think that maybe because your high. voice is like kind of high pitched that it just doesn't know what the fuck you're saying? Of fucking course. I had to start talking like this.
No, this isn't my real voice, but this really hurts every time I push И it. у нас нет точного объяснения этого феномена, он недообследован, но есть пара теорий, которыми я хочу с вами поделиться, потому что, интересный случай же, охренеть. Чуть-чуть теории. Как вы наверняка знаете, многие витуберы говорят несколько более высоким голосом, чем их естественный. Иногда отличие бывает довольно большим, но так делают нечасто. Это чудовищное напряжение на связке. От такого напряжения голос может начать хрипеть и ломаться, а то и вовсе можно необратимо снизить качество голоса, так что желающих мало. Обычно речь идет о небольшом сдвиге на 1-2 полутона, чтобы не перенапрягать голос на долгих стримах. Как правило, такой небольшой сдвиг не требует полного переключения регистра, а происходит за счет изменения натяжения голосовых связок. Покажу на примере моей укулеле, потому что принцип очень схож. Представьте, что струна — это голосовая связка. Если я ее ослабляю, она вибрирует медленнее и по более широкой траектории. Видишь, дуга какая большая. И тон получается ниже. Если я ее натягиваю, струна вибрирует по узкой траектории и быстрее. Тон, соответственно, выше. Также и со связками. Все очень просто. Для повышения голоса связки нужно напрягать. Это чистая физика. Но по 8 часов в день, много лет подряд, напрягаться, чтобы говорить как живое аниме, очень сложно. Поэтому значительная часть VTube в итоге сдается и переходит на свой комфортный голос, более-менее близкий к естественному. 瞬間にあらすじが流れてさ、でも違うの、スイちゃんお弁当の。これライブイングリッシュのメンバー全員 Yeah, there was really not much space. Но Маус случай особенный. Она уже много лет разговаривает на дельфиньих частотах даже за пределами стримов. В результате вышеупомянутой инфекции произошло две вещи. Первое — повреждение, собственно, связок. В результате заживления они покрываются менее эластичными тканями, чем были изначально, поэтому связки становятся более натянутыми. Вторая — уменьшение объема легких в результате рубцеваний. А у людей, которые разговаривают в условиях ограниченного дыхательного резерва, организм постепенно учится экономить воздух. Для низкого голоса нужна сильная вибрация по широкой дуге, соответственно, нужны расслабленные связки и внушительный объем воздуха, выходящего из легких, чтобы все это дело хорошенько развибрировать. Можете сами попробовать. Если вы будете говорить, выдыхая очень много воздуха за раз, то голос сам по себе станет ниже. А если связки натянуты, то вибрацию может вызвать очень легкий ветерок. Простыми словами, организм Маус сам перешел на энергосбережение, чтобы компенсировать потерю объема легких после инфекции. Поэтому голос высокий. Обалдеть! Удивительная штука организм. Год назад Калиопа Мори из англоязычного Hololive слегла с коронавирусом, и теперь ее объем легких тоже навсегда снизился из-за рубцевания. Для нее это большая беда, потому что она певица и рэпер. У Маус ситуация даже страшнее, но она среди первых рванула поддерживать Калли, потому что она хочет своим примером доказать, что нельзя позволять болезням себя сломить. Несмотря на все сложности, Маус до сих пор исхитряется исполнять полноценные оперы и хочет, чтобы ее пример помогал другим идти вперед. Но золото же. She is messy, but she's kind. She is lonely most of the time. I can't sing this song without crying, I'm sorry. It's such a sad song. If you've seen the musical, it's so sad. Как я упоминал, свой первый собственный аватар Маус задним числом назвала Сезон 1. Сезоны — это прикольный концепт, который ввела сама Маус. Она даже придумала некоторое лоровое объяснение своим аватарам с помощью мультивселенных и переселения душ. Прикольно. Но моя любимая деталь в концепции сезонов заключается в том, что по ним удобно отмерять важные этапы карьеры Маус. У нее нынче уже 1 триллион аватаров. Это ее другие версии из мультивселенной, их она называет ОВА-версии. Они крутые, но не определяющие персонажи, как бы. Самые важные аватары — сезонные. Это серьезное дерьмо, их довольно мало. Пока что ровно 3 штуки. Лор аватаров довольно простенький, но приятно, что он есть все равно. Например, по лору 2-го сезона Маус, будучи дьяволом во плоти, все же живет в человеческом мире. Но время от времени спускается в ад, потому что там Wi-Fi лучше ловит. Не знаю, забавно.
Итак, второй сезон Iron Mouse. Для большинства зрителей и знакомых с творчеством девушки, он наверняка один из самых важных, потому что именно в этот момент она действительно начала становиться очень популярной. Мелькать на всяких крупных каналах типа React или Smosha Like, как пример витубера для западного зрителя. Устраивать коллабы с крупными вичубами. Создала собственное вечернее шоу, куда приглашала всевозможных стримеров на потрещать. И в феврале 22 года в результате 31-дневного стрима Сабатона она официально стала стримером с самым большим количеством подписчиков среди женщин и ворвалась в топ-4 стримера с самым большим количеством активных подписок. Многие спрашивали меня во время месячного Сабатона: тебе комфортно быть на стриме круглые сутки? Как же приватность? Но на самом деле Сабатон был единственным временем, когда я не ощущала себя одиноко. Кажется, будто люди рядом со мной были все время. Я очень-очень давно не чувствовала себя менее одинокой. Это был очень вдохновляющий момент для всего комьюнити. Офигеть, мы, как человечество, дошли до того этапа, когда девушка с ограниченными возможностями может стать настоящей суперзвездой с помощью интернета. Она может вести трансляции на тысячи людей и вдохновлять их своим прекрасным примером. Она даже может в некотором роде посещать всякие сходки и ивенты благодаря вот такому вот приспособлению. Монитор с динамиками, микрофоном и колесиками позволяет ей хотя бы в таком виде быть частью тусовки, фоткаться с фанатами и гулять по оживленной площади, не боясь отлететь на респавн от триллиона бактерий. Потому что ей важно иметь возможность взаимодействовать со зрителями. Они для нее не просто работяги с донатами, а настоящее окошечко в мир за пределами комнаты, которую нельзя покидать. Она называет свою комьюнити своей семьей. Ну какая же милота. Но у популярности, как известно, две стороны. На хрупкие плечи девушки рухнул шквал людей, офигевающих от того, что «А чё это у нас в топовых стримерах какой-то мультик?» Даже довольно крупные контент-мейкеры начали потешаться. This might be the saddest video on the internet. So I want you to take a look at all these people. They were all trying to get the attention of a monitor. Basically, that's a popular VTuber on the monitor that was virtually attending an anime convention. And this whole crowd of people were following the monitor in hopes that they could get a picture with it. Чел не обманул, это действительно очень грустное видео. Это действительно ходовой формат в ТикТоке. Пересказывать видео со склейками после каждой фразы. И без факт-чекинга еще при этом. Капец, балдеж. А нахрен я вот этим вот всем занимаюсь тогда? К счастью, как только он понял, что опростоволосился, тут же записал извинения. Это вам урок, детишки. Прежде чем записывать ТикТок, все-таки стоит провести минимальный, ресерч. Просто загуглите. Ясное дело, что людям нравятся всякие разные вещи, да? Iron Mouse тоже не жареный картофан, чтобы всем на свете нравиться. Это норм. Но люди потом целый год ходили к ней в комменты писать гадости после победы на The Game Awards, потому что, должен был победить мой любимый стример, а не вот это вот. Вот, например, с чем Маус пришлось иметь дело. Эта штука победила против Квакити. Я так устал. Я устал от контент-креаторов. Все витуберы должны быть стерты с лица земли. Квакити и Iron Mouse кореша, кстати. Я не знаю, вот этого только смешнее. Да, это специально отобранный чисто рофильный комментарий, но я вам обещаю, комменты у Маус в районе 23-го года могли обдать вас непередаваемой духотой. Соцсети поощряют ненависть. Ненавидеть все подряд становится мейнстримом, ненависти ко всему на свете в итоге становится только больше, и это превращается в бесконечный цикл, такой снежный ком. И с тем, как Маус за свою карьеру била один рекорд за другим, образовывалась одна волна ненависти за другой. Разумеется, это касается не только Маус, просто она, будучи самым крупным витубером того времени, сфокусировала на себе самый большой поток холиваров. В своем самом традиционном виде витубинг зародился в Японии, где всякие аниме и айдол-агентства цвели еще когда наши деды смотрели первые показы «Иван Васильевич меняет профессию». Без шуток. Это старые-старые тренды страны, которая долгое время была супер изолирована и сходила с ума внутри самой себя. А потом выплеснула свое безумие на весь остальной мир. И если айдолы за пределами Азии ползут крайне неспешно, то к аниме угрозе человечество вроде уже попривыкло. Брэд Питт и Уикенд делают
делают отсылки на Акиру, а в школах нынче тебя скорее побьют не за то, что ты смотрел Евангелион, а за то, что выбрал Аску. Я недавно видел полноценные концерты, где казахи-стендаперы несколько часов подряд обсуждают персонажей Наруто. И люди билеты покупали. Настолько это уже норма. Какаши выходит так народу, типа, я буду новым Хокаге, потому что остальные кандидаты вымерли. А Какаши-то нелегитимный. Блин, как смешно, что Наруто, как и у великого одного президента, тоже есть клоны. Но вичубы возникли все-таки относительно недавно. Тут привычка еще не сформировалась до конца. И у людей, которые впервые столкнулись с явлением, очень часто реакция была одна и та же. Вы че, дураки? Там за аватаром ультра страшная баба. Или мужик с войсченджером. Вы не представляете, как это задолбало. Ну, видимо, это естественная реакция. Чё нет? Мне кажется, людей так часто дурят в интернетах, что у них вырабатывается подозрительность ко всему на свете. Как только они увидят, что ютуберский аватар — это не способ кого-то обмануть и надурить, а инструмент для анонимности и творчества, люди перестанут воспринимать вичубинг в штыки. Ну, пока что, в данный момент, зрители вичуб и зрители ИРЛ-стримеров — это отдельные пузыри, которые медленно, но верно перестают быть такими обособленными и начинают со временем вот перетекать друг в друга, обмениваться зрителями. Это нормальный постепенный процесс. Но объявление о том, что топ-1 женщиной-стримершей сейчас является аниме, все эти пузыри полопало слишком резко. И выплеснувшиеся из пузырей люди вынуждены столкнуться с вичуберами, огромной армией рванули на эпический квест писать гадости в комментах девушке с физическими ограничениями. Чё-то... брух. Самое смешное, что значительная часть этих хейтеров хотела, чтобы победил Кай Сенат, но сам Кай вообще без претензий был. Наоборот, потом закорешил с мышью, даже модель себе рафляную сделал на коллаб. Короче, все соцсети прям очень долго были ультра засраны хейтерами разной степени. К счастью, Маус гораздо крепче, чем может показаться. В конце концов, она и с вещами похуже сталкивалась. Из-за болезни моя жизнь будто остановилась во времени на много лет. Но теперь я живу на полную, как аниме-девочка в интернете. У меня не было стремлений и надежд. Я думала, что моя жизнь на этом закончится. Но сейчас у меня есть мечты. И я буду бороться, чтобы воплотить их в жизнь. Немного офф-топ, но возвращаясь назад. Я не понимаю, а в чем проблема, чтобы вичубершей был мужик с войсченджером? Люди что-то выставляют это как изи-бабки. Ну камон, прикинь, сколько труда надо приложить, чтобы ни разу нигде не проколоться. Это ж какое напряжение невероятное. Малюсенькая ошибка, оговорка или багуля в программе может натурально стоить тебе карьеры, которую, может быть, годами строил. Вы слыхали про то, как фимбой в Китае лишился карьеры, когда оказался женщиной? Это же охренеть сложная задача. Не недооценивай вичуберов фимбоев, братан. Гораздо сложнее, чем просто подрубить вебку и залипать видос на ютубе, как 90% стримеров в интернете. Не в обиду реакционерам, кстати, я вас люблю. Оставьте, плиз, ссылку на видос в описании и лайк нажмите. А чё мне бишь? Iron Mouse! Третий сезон начался в 23-м году и длится до сих пор. И если второй сезон Iron Mouse был про взлет известности и первое столкновение с массовой волной хейтеров, то третий, до недавних событий, был про закрепление всяческих успехов. 1 миллион подписчиков на YouTube, 2 миллиона фолловеров на Твиче, множество номинаций во всяких церемониях награждения, участие во всех возможных конвентах и ивентах, каких только возможно, совместный, трек с Baby No Money и, разумеется, много благотворительных стримов в пользу фонда борьбы с иммунодефицитом, с огромными сборами пожертвований. Кстати, сейчас, наверное, будет самый важный, раз уж мы здесь, в истории канала. Это не реклама и тема важная. Кто проскипает, тот лох. Иммунодефицит не лечится, но многие страдающие от этого недуга могут жить почти обычной жизнью, если обеспечить им поддержку. Поэтому обязательно обратите внимание на описание, там есть ссылки на русские и зарубежные благотворительные фонды. Зарубежный, кстати, именно тот, который поддерживает Конор и Маус. Если нет желания тратить деньги, все понимаю, времена нынче непростые. В качестве альтернативы вы можете записаться на донорство плазмы. Плазму сдают сильно реже, чем кровь, и это отстой. Процедура несложная, но вы можете спасти жизни, так как именно в плазме
плазме содержатся вот эти вот антитела, защищающие организм от всяких вирусов и бактерий. Iron Mouse на донорской плазме, чтобы вы понимали, буквально живет, как и множество других людей, поэтому не пренебрегайте, это очень важно. И да, важность этой борьбы невозможно переоценить. Именно поэтому таким офигом и стало то, что произошло с Маус недавно. Третий сезон, который, казалось, изначально был про множество благих и просто приятных начинаний, внезапно сделал неожиданный сюжетный поворот, когда давний друг неожиданно обратился к карикатурным мультяшным злодеям. Я немного упоминал Вишоджо выше по тексту, и изначально я вообще не планировал рассказывать тут об агентстве. В ролике про другую розовую женщину Нянерс я все базово изложил, поэтому и необходимости снова про него упоминать не было. Но 21 июля 25 года случился самый безумный скандал, что я в жизни видывал. Мои объяснения перестали быть актуальны, все таланты покинули агентство, а его директор оказался в одном шаге от тюрячки. Неплохо для одного дня. И все это при непосредственном участии Маус. Поэтому планы поменялись, значительная часть ролика переписана. Давайте сначала, чтобы вы могли проникнуться атмосферой лютого всеобщего афига. Значит так, Бишоджо — это витуберское агентство западного образца, основанное в 2020 году. Основателей было несколько, но самый заметный — The Gun Run. Вообще-то, очень важный чел. В 2011 году, когда разнообразные площадки для стриминга только-только зарождались и боролись за внимание, он вместе с корешами основал наш любимый и ненавистный Twitch TV. Подписывайтесь, кстати. И Gunrun был важным членом команды. В частности, он занимался техническим обеспечением, помощью юзерам и, как фанат киберспорта, организацией крупных на тот момент матчей по StarCraft'у и CNC, например. Рядовые юзеры его обожали, потому что Gunrun был практически технобожеством сайта. Тусовка Twitch тогда была маленькой. Если какой-то стрим ломался, люди коллективно звали Gunrun'а, он приходил и ремонтировал. А люди радовались и спамили его собственный именной смайлик. Также, благодаря своему пониманию индустрии и техническим навыкам, он запустил еще несколько проектов, ставших довольно успешными. Типа, знаешь, рюкзака со всеми нужными приблудами для бесперебойных стримов на свежем воздухе. Их до сих пор раскупают как горячие пирожки. А после покупки Твича Амазоном, все основатели, включая Gunrun'а, и вовсе стали очень богаты. Парень с двух ног залетел в Forbes еще до того, как ему стукнул тридцатник. Чтобы понимали, в Twitch он попал в весьма юном возрасте, ему был всего 21 год. Gunrun позже ушел из Twitch, нашел несколько единомышленников и основал Вишоджо на волне коронавирусного бума витуберов, о котором я говорил выше. Он создал агентство, сильно отличающееся от японских. Во-первых, Вишоджо не набирали новичков, они сразу стартанули с талантами опытными, зарекомендовавшими себя как успешные независимые стримеры. Как та же Iron Mouse, например. Эта традиция сохранилась и дальше. Почти все стримеры агентства были заскаучены из Индии или других агентств и уже имели собственную аудиторию с нулевой. Во-вторых, было заявлено, что в отличие от других компаний, здесь творчество талантов прежде всего. Мол, тут стримеров не заставляют что-то делать, а просто помогают с реализацией того, что они сами захотят. Таланты прежде всего. Это стало девизом агентства. И этот девиз прекрасно себя оправдывал поначалу. На Западе Вишоджо довольно успешно держалась на равных с большой двойкой Hololive и Niji-Sanji, которые были старше, больше, неповоротливее в решениях и скованнее в многолетних традициях, которые тянулись за ними еще из Японии и не всегда хорошо работали за ее пределами. Вишоджо же демонстрировали гибкость и свежесть. Агентство много лет подряд показывало весьма впечатляющие результаты, и Gunrun демонстрировал глубокое понимание индустрии и просто производил впечатление очень понимающего и человечного парня. Well, I mean, one of the staff members flew to where I live. They helped me set up my entire Vicon setup. Gun was gonna come to my house to set up my stuff when I moved. I didn't feel comfortable, but also at the time I was getting like very ill, so he just offered to do like a guide or like to talk to like whoever sets up my stuff. But he was completely 100% ready to come to my house. That's so nice. Gun is like the nicest person you'll ever meet. I have talked to so many people, and literally everybody who has ever met Gun has only ever had nice things to say about him. No one has ever said anything mean about this man, and it's because he's a fucking saint. All of our staff are
fucking lovely. Вишоджи и Ганран поначалу были просто сказочно хороши. Да, то, что они рекрутили только успешных витуберов, антагонизировало новичков, мечтающих пробиться в витуберское агентство. Неважно, насколько ты хорош, если ты не стример с огромной зрительской базой, тебя не возьмут в ростер. Но с другой стороны, даже это не вредило репутации Вишоджи. Иногда они реально спасали стримеров, подбирая их из разваливающихся агентств, вытаскивая из тяжелых скандалов или даже выручая в тяжелой финансовой ситуации. Благодаря этому они выглядели не столько как хищники, охочие до талантов чужих агентств, сколько как спасательный круг для крупных витуберов в непростой ситуации. Но в районе 23-го года в агентстве начали происходить странные вещи. Помните драму вокруг Хогвартс Легаси? Уф, срата было! Если нет, то вкратце. Джон Роллинг, написавшая всю вот эту сагу про мальчика, который выжил, прокинула несколько поляризирующих сообщений в Твиттере. Их было много, но общая мысль примерно следующая. Роулинг, как феминистка старой закалки, переживает, что интеграция трансперсон в общество происходит шибко быстро. Она в целом не то чтобы критиковала транслюдей как явление, но опасалась, что если пол нереален, то само понятие женщины может размываться. А это плохо, потому что может нанести вред правам женщин, за которые вообще-то, очень долго сражались до того. Ей не хотелось допустить, например, чтобы к женским туалетам имел доступ любой биологический мужчина, объявивший себя женщиной. Она как бы не призывала к радикальным действиям над транслюдьми, просто хотела, чтобы права всех сторон были равно учтены. Ну и ультра-мега-супер-пупер прогрессивная часть общественности это все дело прочитала, между собой перетерла, и внезапно оказалось, что все, кому нравится Гарри Поттер, литерали трансофобы и антисемиты. И это стало огромным явлением. До нашей стороны интернетов почти не добралось, обсуждения были скорее в проброс, но на Западе полыхало так, что солнца не было видно. Они даже создали реестр стримеров, которые играли в Хогвартс Легаси, чтобы их можно было эффективно и точечно ненавидеть. Кстати, многие удивятся, но пожарище до сих пор не потухло. Совсем недавно Корона из японского Hololive поиграла в игрульку, и люди в твиттерах раскочегарились как старые добрые. Писали и про кровь на руках, и про катящиеся головы, и про многие другие страшные вещи. Я-то думал, что движ уже давно заглох, но вот тена, есть еще порох в пороховницах, оказывается. И в 23-м году Silvervale, талант-агентство, попало под раздачу, потому что хотела поиграть в игрулечку, над которой Джоан Роллинг даже не работала. Просто говорю. У Сильвер теплые чувства к франшизе. У нее было тяжелое детство, и Гарри Поттер стал для нее очень важным местом, куда она могла убежать из непростой реальности. Бегать с друзьями в маленьких мантиях, с маленькими волшебными палочками и поиграть в волшебников. А так как книги по Гарри Поттеру помогли ей пережить непростой период жизни, ей очень хотелось поиграть в Хогвартс Легаси. Буквально игрофикацию ее детских приятных воспоминаний. Но опа-на! Случился интернет. Кучка радикальных психов начали против нее гребаный крестовый поход. Это было мерзко, и они в итоге довели девушку до слез прямо на стриме. А потом еще и глумились в Твиттере. Попробуйте предположить, как агентство, для которого таланты прежде всего должно справиться с ситуацией. Чтобы вам было проще, приведу пример старых, заскорузлых японских агентств. Однажды на пару талантов Hololive в результате культурного недопонимания ополчился весь Китай. Это привело к чудовищному количеству ботов и троллей вплоть до невозможности вести стримы. Что сделал Hololive? Разорвал все свои связи с Китаем, которые до того долго налаживал, и даже не стал увольнять этих витуберов. Некоторые удивятся, но Ниджи-сан же вообще-то тоже не лыком шиты. У их англоязычного направления были проблемы, но в Японии, там где у них головной офис, они очень жестко борются с всяческим буллингом. Они даже завели какую-то лютую команду противодействия киберугрозам, которая работает в связке с юристами и полицией. У нас даже есть больше сотни задокументированных случаев, когда сталкеры, преследователи и прочие криповые личности, создающие потенциальную угрозу талантам, внезапно для себя вычислялись и отправлялись на ковер к офицеру полиции. Брутально. И вот случилась беда у Сильвер. И люди начали думать. Если вот эти вот два неповоротливых гипопотама срутся с целыми странами и дают ход сотням уголовных дел для защиты стримеров, то какой же грязюки сейчас наведут Вишоджо, у которых таланты прежде всего? Не, они нифига не сделали. Даже объявления никакого не дали, просто молчали. Более того, буквально недавно выяснилось, что Сильвер еще и объявили опасной для бренда. Сам Ганран с ней созвонился и назвал разочарованием.
Таланты прежде всего, you know. Ну знаете, кто поддержал Сильвер? Iron Mouse поддержала. Что самое ироничное, незадолго до того они сами подобрали стримершу, вляпавшуюся в точно тот же самый скандал с Гарри Поттером. И никаким разочарованием она не была. Примерно с этого момента один за другим начали происходить подобные вот небольшие скандальчики. Разумеется, после таких приколов Сильвер ушла из агентства. Видимо, не оценила горячую поддержку талантов. Так же, как и другая стримерша, Вэйбэй. В своем заявлении об уходе она написала что-то из разряда: «Контракт Вишоджо — полная срань. Всегда нанимайте юристов для вычетки, а то окажетесь в жопе». И как бы подтверждая ее слова, на следующий день ушла и Нянерс, один из крупнейших стримеров агентства. Чё происходит? Это была странная ситуация. Девчонки намекали на какой-то странный движ, но собрать полную картину было невозможно, потому что NDA. Но даже несмотря на это, агентство чувствовало себя замечательно. Потрясающие новички приходили в агентство и очень хвалили компанию. На фоне ужасающего скандала в конкурирующем Ниджи-Санджи, Вишоджо выглядели героями и вообще наслаждались потрясающей репутацией. Насколько же всрато вся эта ситуация выглядит из 25-го года. Но на тот момент все было тип-топ. Да, несколько талантов отказались продлевать контракты. Да, в агентство все еще можно попасть, только будучи успешным стримером. Но это не смертельно. В целом агентство выглядело как настоящий рай для контент-креатора, и творческие свободы для стримеров были какие-то запредельные. Это агентство из Калифорнии даже в Японии себя неплохо показывало. У них была парочка успешных японских стримеров, и они запустили Вишоджо Нова. Полноценное поколение внезапно новичков. Были некоторые загадки. Например, люди в интернетах не понимали, каким образом агентство вообще хоть что-то зарабатывает, если отдает 100% полученных донатов стримерам обратно и не берет себе с них ни копейки. Но предполагалось, что всякие спонсорства и мерч вполне покрывают потребности компании на рекрутинг топовых вичуп и дорогущую рекламу. Но случился май 25 года, и все полетело в гребаный ад. За пару месяцев из агентства ушли 3 витубера, один из которых был в первоначальном ростере агентства. Ушли даже Mountain Dew, один из основателей агентства и топовый менеджер компании. Люди бежали как от цунами. И цунами пришло. Внимание, наглядное пособие. Как перейти от вот этого... He just really cares. And that's why I love him. And that's why I will always rep this company till the day I fucking die. Да, вот этого. Unfortunately, I recently found out that for the past couple of months, I have been misled by Vishoujo. With the information that I currently have, I believe that I am owed a significant amount of funds, which I have not been paid. And most importantly, the thing that hurts me the most is that the Immune Deficiency Foundation, which is the most important charity to me, and also the reason why I'm here today, is owed over $500,000 from Vishoujo. Обалдеть. От «я умру за компанию, Ганран мне как отец» до «вы предали мое доверие» всего за пару месяцев. Отвратительно, но, честно говоря, даже по-своему впечатляет, блин. Iron Mouse, самый ценный и уважаемый витубер агентства, так кто ассоциировался с Вишоджо долгие годы, покинула компанию, предварительно сбросив на нее водородную бомбу. Небольшое пояснение по механизмам происходящего. Iron Mouse очень ценит свою анонимность, поэтому каждый раз, когда она устраивала марафон в поддержку больных иммунодефицитом, она передавала деньги агентству, чтобы они их задонатили как бы от себя, и ее имя нигде не мелькало. Но они просто прикарманили деньги. Это мало того, что охренительно незаконно, так еще и, ну, типа, с моральной точки зрения срань какая-то. Вообще, что за ужас. Это, блин, уровень карикатурных диснеевских злодеев из 2000-х. Ганран увел у больных детей $500 000 пожертвований, а ушедший за несколько дней до этого Mountain Dew такой... Более карикатурных злодеев еще поискать. Более того, оказалось, что агентство задолжало что-то типа $11 миллионов своим талантам. Еще более того, оказалось, что они держали Маус в агентстве как в клетке. Видишь ли, Ганран убедил ее, что после того, как самые крупные витуберы агентства ушли, компания фактически держалась на популярности Маус. Уйдет она, компании все равно что конец, поэтому она оставалась в Вишоджо просто для того, чтобы не подводить своих друзей-витуберов. Чел прям...
ну ну змей-искуситель, охренеть. Японское подразделение, которое существовало довольно обособленно и вообще не имело отношения к финансовым потокам, сейчас пытается реорганизоваться в новую независимую структуру, чтобы продолжать поддерживать своих талантов, включая новичков новых. Потому что пока у американской стороны были огромные дыры в бюджете почему-то, японская выдавала хорошие стабильные показатели с тенденциями к росту. Но они один хер денег не увидели, потому что ими латали финансовые дыры в тонущем западном направлении. Множество подрядчиков заявили, что у них были проблемы с выплатами от Вишоджо, а Ганран взял вину на себя, и в данный момент идет юридическая мясорубка. Скрылось множество ужасных закулисных вещей про то, как компания жестко действовала юридически, иногда поперек законов, ограничивала витуберов в общении с теми, кто покинул компанию, про хищнические контракты и прочую срань. И про то, что сам Ганран был парнем немножко мутным и манипулятивным. Ксон, на тот момент стримерша Вишоджо из Японии, живет в другом часовом поясе, очевидно. Прикинь, она просто проснулась в один момент утром и увидела на месте своего агентства пустырь. И, вызвала главу японского направления Вишоджо на ковер и допрашивала его на тему происходящего на глазах у изумленной публики. Ну что за легенда, обожаю эту женщину. Некоторым витуберам Вишоджо не выплачивали деньги месяцами, иногда и вовсе не перечисляли выплаты даже за спонсорские стримы. Самый безумный случай произошел с Нянерс. У нее был спонсорский стрим, где она готовила печенюхи. Какой-то дундук вычислил место жительства Нянерс и прямо во время трансляции вызвал к ней отряд спецназа. Девушка вернулась спустя несколько минут напуганная до чертиков, потому что ей в лицо только что тыкали оружием и орали несколько здоровенных мужиков в бронежилетах. Но ей пришлось продолжить трансляцию, потому что ей так посоветовал сам спецназовец, мол, нельзя дать знать злоумышленнику, что его шутка удалась, от этого может быть только хуже. Тем более, стрим был спонсорский, прерывать его плохая идея. Поэтому она продолжила трансляцию, как будто ничего травмирующего только что не произошло, и она не боялась за свою жизнь буквально 2 минуты назад. Пришлось как-то шутить, юморить и украшать печенюхи дальше. А теперь панчлайн. Ей за это даже не заплатили. С теми девчонками, которые покинули Вишоджо ранее, агентство тоже обошлось гадко. Запретило им углубляться в подробности разрыва контракта под угрозой юридического преследования, но это ладно, и пустило слухи о том, что с ними было трудно сотрудничать, и витюберши были какие-то неуправляемые. Агентство даже пристыдило девчонок за то, что они решили обсудить контракт с юристами. Вау! Ганран прошел полный путь от подающего надежды технического гения и самого доброго парня в индустрии до буквально преступника без капли уважения. И когда он сделал официальное, унылое корпоративное заявление, бывшим стримерам из Вишоджо нашлось, что сказать в ответ. Мне особенно нравится ответ Сильвервейл. Во время скандала с Хогвартс Легаси Ганран назвал ее разочарованием. Теперь у нее появился повод вернуть ему эти слова обратно. Зентрея, известная своими экспрессивными и хлесткими твитами, вообще выкатила целую простыню желчи. Вы можете поставить на паузу, я все это дело перевел. Чтиво мое почтение, Дзен никогда не разочаровывает. Ситуация ужасная. Вскрылось много мерзкого. Я многое даже не упомянул, ибо не хочу превращать видос в рассказ об одном скандале. Наверняка в интернетах куча желающих обсосать каждую деталь без меня. Я просто хотел дать общую картину. И картина ужасающая. На самом деле я очень сильно удивлюсь, если по результатам расследований Ганран не угодит в тюрьму за мошенничество. Но что мне нравится в витюбинге, даже такую ужасную ситуацию можно обратить во что-то позитивное и жизнеутверждающее. Маус сперва боялась становиться инди, но теперь дышит полной грудью. А ее невероятные фанаты смогли не просто собрать новые $500 тысяч для фонда, который спасает жизни каждый день, а даже приумножить эту сумму. И если честно, это вообще не ощущается как конец. Мне кажется, это новое светлое начало. Маус теперь свободна, как и все остальные ребята из Вишоджо. Они снова могут общаться между собой, не боясь юридических запретов. Они могут присоединиться к любой стримерской компании, потому что витуберы больше не особо нуждаются в своем загоне, который отделяет их от РЛ-стримеров. И от них никто нос не воротит. Iron Mouse уничтожила свое агентство, разнеся кувалдой стены, чтобы все могли выйти из душных камер и впервые за долгое время увидеть солнце. Как дела у Iron Mouse прямо сейчас?
Ну, помимо того, что ее предали те, кому она доверяла много лет подряд, все замечательно. После ситуации с Вишоджо она получила гигантскую поддержку как от коллег, так и от сообщества. И она воссоединилась со своими друзьями, с которыми не могла стримить долгое время. Прогресс по здоровью тоже лютый. Сейчас она уже достаточно окрепла, чтобы, например, встать из постели и дойти до туалета, как обычный человек, или почистить зубы перед зеркалом. Казалось бы, мелочь, но даже такие простые вещи были для нее огромным вызовом. Важность Iron Mouse как личности в борьбе с опасной болезнью тоже нельзя переоценить. Она даже в Сенате США рассказывала про ОВИ важным дядькам в правительстве, чтобы повысить осведомленность о проблеме. Вот тебе аниме-девочка, общественно значимой деятельности больше, чем от многих ИРЛ-политиков. Да, многие проекты, связанные с Вишоджо, пришлось отменить или начать сначала, но что ж поделать, сейчас она уже планирует концерты, зовет кучу гостей, живет и работает на полную катушку. Слово «репрезентация» в последнее время обросло негативным флером из-за злоупотребления. Голливуд сделал многое, чтобы наполнить его токсичностью, что очень жаль. Репрезентация крайне важна, как мне думается. В медиа нужны клевые герои с разным цветом кожи, разного пола и в различных физических состояниях, чтобы людям легче было увидеть в них пример для подражания. И для многих людей с ограниченными возможностями таким героем стала Маус. Она стала той, кто дает им надежду. Если тебе тяжело, страшно и ты потерян, то это нормально. Но нельзя позволять предательствам, одиночеству или даже своему собственному телу взять над собой верх. Всегда нужно продолжать бороться. And I'm like looking at myself in the mirror, and I just all of a sudden it dawns on me that I'm standing in my bathroom, looking at myself in my mirror. I am standing without assistance. It just made me think just how far I've come. When I started VTubing, I could not stand. When I started VTubing, I could not walk. When I started VTubing, I was bedridden and I could barely lift my head off a pillow. And it has taken me 7 years to be able to finally live as a normal human in my house, walking around, getting up, doing normal things. I just didn't think that I would want to ever talk about my journey, but I don't do it because I ever want anybody's pity, and I don't do it because I ever want anybody to feel bad for me. That is the last thing I ever wanted, which was the reason why I didn't want to talk about any of this shit in the first place. But I do it because awareness, one, but two, a reminder to myself. Sometimes shit gets really hard, and sometimes I feel like I'm regressing, but I don't really look at the big picture, and I don't realize just how far I've come. I just want people, anybody that watches me, anybody to know that you may have 1,000,001 setbacks in your life. But if you have enough perseverance and if you want it that bad, you can take your life back. And you can make it into whatever the f you want. So I just want everybody to know that you can do it. Sometimes you feel like you can't do it. And it might not be in the way that you want to live your life, and it might not be in the way that you want to do things. But you can find a way to live life your way and do things your way. Я очень долго шел к тому, чтобы сделать этот ролик. Спасибо гигантское за просмотр. Не забудьте про ссылки в описании, и в частности про благотворительные фонды по борьбе с иммунодефицитом. Если вам хочется еще контента, можете обратить внимание на Boosty. Я сделал там небольшой гайдик по самым большим эксклюзивам вот в описании. В частности, обратите внимание на пилотный выпуск моего нового аудиоформата, где я рассказываю всякие интересные истории про VTube, всякие рафляные штуки, важные исторические вехи и всякое такое, которые не дошли в итоге до того, чтобы попасть в видосы. Это будет постоянной рубрикой на Бустях. Нужен максимальный фидбэк по возможности. Спасибо гигантское. Увидимся скоро. Всем муа. Прости меня, что снова беспокою, но тайну сердца все же я открою. Лишь одного желаю всей душою, чтобы меня ты узнал скорей. Под небом темным горько я плачу, тебя зову, только время трачу. Наивно верю, что придешь, а значит,
ты тоже долго меня искал. Па-па-па-па. Мы лунный луч возьмем себе в проводники, туда, где звезд горят огоньки. Случайных встреч на свете не бывает, и в прятки с нами любовь играет. Держи ее, пока не улетает, а упорхнула вслед беги. Пам-пам-пам! Недолгий срок отпущен быть рядом, и каждый миг отравляет нас ядом. И череда несется водопадом, твое признание услышу вновь. Ты помнишь, как впервые встретились с тобой? Тот нежный взгляд под полной луной. Сквозь лабиринт галактик и созвездий стремятся звуки волшебной песни. Услышь ее и снова будем вместе, навеки забыв звуки боль. Нифига! Ведет меня прикосновение руки туда, где звезд горят огоньки. Случайных встреч на свете не бывает, и в прятки с нами любовь играет. Держи ее, пока не улетает, а упорхнула вслед беги. Мигают в небе огоньки, ты за мечтою вслед беги.